Когда исследователи погружаются к «Титанику», они надеются найти новые артефакты, проливающие свет на события той роковой ночи. Среди множества находок время от времени появляются предметы, которые заставляют задуматься. Один из таких — загадочная камера, предположительно обнаруженная среди обломков. Находка вызвала вопросы: могла ли пленка внутри сохраниться спустя столько лет? Глубина, давление и отсутствие кислорода теоретически могли замедлить процесс разложения. Что можно было бы увидеть на этой пленке? Последние мгновения жизни на борту легендарного лайнера. Люди, улыбки, роскошные интерьеры, палуба, а может быть и сам айсберг. Какие тайны могли бы сохраниться на этих фотографиях? Давайте попробуем разобраться. Первый снимок. Последний день на борту. Представьте утро перед катастрофой. Никто из пассажиров и представить не мог, что этот день станет последним в их жизни. Кто-то наслаждался завтраком в изысканном ресторане, кто-то выходил на палубу, вдыхая свежий океанский воздух, а кто-то, возможно, просто фотографировал моменты, которые навсегда останутся в истории. На борту «Титаника» было несколько фотографов-любителей, и многие пассажиры могли иметь собственные камеры. Среди найденных личных вещей позже обнаружили снимки, сделанные буквально за несколько часов до трагедии. На них улыбающиеся лица, дети, играющие на палубе, дамы в элегантных нарядах, мужчины, беседующие в лаунж-зонах. Эти люди не знали, что вскоре океан станет их последним пристанищем. Но если найденная камера действительно принадлежала кому-то с «Титаника», то могли ли на ее пленке сохраниться еще более уникальные кадры? Возможно, среди них есть последнее фото, сделанное на борту, мгновение перед тем, как мир этого корабля оборвался в ледяной тьме. Снимок с айсбергом — главное доказательство. Почти все знают, что «Титаник» столкнулся с айсбергом, но мало кто видел его настоящий облик. Однако существует несколько снимков айсбергов, сделанных в районе крушения в те дни. Один из них особенно интересен. На нем видна темная полоса, которая, возможно, является следом столкновения с гигантским лайнером. Если среди потенциальных находок действительно оказалась камера, снятая с «Титаника», то возникает вопрос: мог ли ее владелец успеть запечатлеть роковую встречу с ледяной глыбой? В истории судоходства есть редкие случаи, когда подобные кадры появлялись спустя десятилетия после катастроф. Например, снимки Лузитании перед ее торпедированием или кадры горящего дирижабля Гинденбург. Но было ли нечто подобное с «Титаником»? Пока что официально подтвержденные кадры айсберга остаются предметом споров. Но если когда-нибудь появится фото, сделанное с борта лайнера, оно могло бы стать главным доказательством этой трагедии. Как камера могла оказаться на дне? Когда «Титаник» столкнулся с айсбергом и начал тонуть, на борту начался хаос. Люди пытались спастись, хватали самое необходимое, а некоторые, осознавая, что шансов немного, старались оставить память о себе. Если камера действительно была найдена среди обломков, как она могла оказаться там? Один из возможных вариантов: ее владелец пытался взять ее с собой, но в момент гибели корабля она либо выпала, либо осталась в каюте. Некоторые пассажиры, по свидетельствам очевидцев, выбрасывали чемоданы за борт в надежде, что их вещи всплывут и позже будут найдены. Также известно, что после затопления лайнера на поверхности воды плавало множество предметов. Некоторые из них, например, деревянные панели и чемоданы, позже были найдены спасенными пассажирами и экипажем «Карпатии». Однако большая часть вещей вместе с обломками корабля медленно погрузилась в бездну. Возможно, камера находилась внутри багажа или оказалась зажата между конструкциями корабля, что помогло ей сохраниться. В пользу этого говорит тот факт, что на месте крушения находили даже бумажные документы и кожаные изделия, которым удалось пережить столетия под водой. Если бы исследователи действительно наткнулись на такой предмет, это стало бы одной из самых значимых находок в истории изучения «Титаника». Но самый главный вопрос остается прежним: что именно могло сохраниться на ее пленке? Фото роскошных интерьеров. «Титаник» был не просто кораблем, это был плавающий дворец, символ прогресса, комфорта и богатства. Роскошные интерьеры первого класса могли соперничать с лучшими отелями мира. Огромная лестница с позолоченными перилами, хрустальные люстры, мраморные колонны, ковры ручной работы — все это исчезло в глубинах Атлантики. Но задолго до крушения многие пассажиры, осознавая, что находятся на борту исторического судна, стремились запечатлеть эти красоты на фотопленку. Некоторые из таких снимков сохранились в архивах, но если камера с «Титаника» действительно была найдена, то, возможно, ее владелец снял интерьеры корабля своими глазами. На некоторых фотографиях, поднятых с личными вещами пассажиров, видны каюты, рестораны, прогулочные палубы. Однако остается открытым вопрос: сколько еще неизвестных снимков может храниться в обломках, ожидая своего часа? Лица, которых больше нет. Фотографии — это единственное, что остается после людей, исчезнувших в истории. Лица пассажиров «Титаника» навсегда запечатлены на пожелтевших снимках, но что, если бы существовали еще неизвестные кадры? Многие жертвы катастрофы остались безымянными, и лишь найденные среди обломков вещи помогли идентифицировать некоторых из них. Вещи, которые рассказывали о них больше, чем официальные списки пассажиров. Если на гипотетически найденной камере сохранились изображения, то, возможно, это не просто снимки корабля, а последние кадры людей, которых уже нет. Представьте
Представьте себе, человек фотографирует друзей за обедом, улыбки, бокалы с шампанским, и никто еще не знает, что через несколько часов эти люди исчезнут в ледяной воде. Какие истории могли бы рассказать эти снимки? Может ли среди них быть фотография человека, судьба которого так и осталась неизвестной? Засекреченные снимки и фотографии, сделанные на «Титанике» и во время его гибели, всегда были предметом большого интереса. В официальных архивах есть множество снимков, которые запечатлели лайнер до отправления, его пассажиров и экипаж, а также некоторые кадры обломков, сделанные во время первых экспедиций. Но есть и такие снимки, которые по разным причинам остаются малоизвестными или даже недоступными широкой публике. Например, известно, что после гибели «Титаника» несколько пассажиров с Карпатии, корабля, который первым пришел на помощь, делали снимки того, что осталось на поверхности океана. Эти кадры могли бы показать спасательные шлюпки, обломки, возможно, даже тела погибших, но их почти нигде не публиковали. Почему? Возможно, из уважения к погибшим, а может потому, что они были слишком мрачными. Некоторые фотографии «Титаника», сделанные во время первых подводных экспедиций в 1980-х годах, также долгое время не показывали публике. Например, первые кадры с мест крушения, сделанные с батискафа «Алвин», поначалу распространялись лишь среди узкого круга исследователей. Вопрос в том, существуют ли до сих пор не опубликованные снимки с экспедиции последних лет. Необычные находки рядом с камерой. Когда исследователи опускают роботов к месту крушения «Титаника», они ищут не только обломки корабля, но и личные вещи пассажиров. За более чем 100 лет на дне океана сохранились сотни предметов, которые когда-то принадлежали людям, плывшим на этом лайнере. Некоторые находки удивляют даже самых опытных специалистов. Например, были обнаружены кожаные чемоданы, которые, несмотря на давление и воду, оказались почти нетронутыми. Морская флора и фауна их просто не тронули. В таких чемоданах находили письма, фотографии, документы, личные вещи. Одна из самых известных находок — наручные часы, остановившиеся в момент погружения в воду. Но есть и вещи, происхождение которых не всегда понятно. Например, среди обломков нашли части фотоаппаратов и кинопленок. Большинство из них, конечно, оказались разрушены водой, но сам факт того, что подобные предметы могут сохраняться, заставляет задуматься. А что если когда-нибудь обнаружат полностью сохранившуюся камеру с кадрами того рокового дня? Камеры начала 20 века были механическими и не зависели от электричества, а фотопленка могла теоретически сохраниться, если оказалась в герметичном корпусе. Что стало с камерой после подъема? Если предположить, что исследователи действительно нашли камеру среди обломков «Титаника», что с ней могло произойти дальше? Обычно артефакты, поднятые со дна, проходят сложную процедуру консервации. Вещи, пролежавшие в морской воде больше века, разрушаются при контакте с воздухом, поэтому их необходимо стабилизировать. Например, найденные бумажные документы часто оставляют в специальном растворе, чтобы они не рассыпались. С фотопленкой ситуация еще сложнее. Обычная пленка тех времен изготавливали из нитрата целлюлозы, материала, который очень нестабилен и легко разрушается. Однако в редких случаях он может сохраняться в экстремальных условиях, если был изолирован от воды. Были ли в истории случаи, когда фотографические материалы восстанавливали после долгого нахождения в воде? Да. Например, в 2013 году в Антарктиде нашли пленку, пролежавшую во льдах почти 100 лет. Часть снимков удалось восстановить. Если камера с «Титаника» действительно существовала и ее подняли, то, возможно, специалисты уже пытались расшифровать изображение. Но если этого не произошло, то остается вопрос, можно ли будет сделать это в будущем. Другие загадочные фото «Титаника». С момента гибели «Титаника» его фотографировали тысячи раз, до крушения, после, во время подводных экспедиций. Некоторые снимки стали культовыми, но есть и такие, которые вызывают вопросы. Например, существует известная фотография, сделанная с корабля «Принц Адальберт» утром после крушения. На ней айсберг с красными следами, которые могли быть краской корпуса «Титаника». Этот снимок часто приводят как доказательство, что именно этот айсберг стал причиной катастрофы. Другой интересный случай — фотографии с Карпатии. После спасения пассажиров некоторые снимки, сделанные на борту, показывали людей в состоянии шока. Однако некоторые фотографии, возможно, содержали больше деталей о катастрофе, но по каким-то причинам не были опубликованы. Существует также серия подводных снимков, сделанных в 1991 году, на которых видны отдельные каюты, столовые приборы и личные вещи пассажиров. Эти кадры стали сенсацией, но что, если среди обломков остались еще более редкие снимки? Мистика на пленке. Когда речь заходит о «Титанике», всегда находятся люди, которые пытаются найти в этой истории что-то загадочное. Говорят о предчувствиях пассажиров, странных совпадениях, а иногда и о необъяснимых явлениях, связанных с обломками корабля. Некоторые исследователи, спускавшиеся к месту крушения, рассказывали о необъяснимых звуках, похожих на стуки, исходящие из глубины. Разумеется, официальная наука объясняет это подводными течениями и движением металла под давлением. Но слухи все равно распространяются. А что, если бы гипотетически найденная камера запечатлела что-то странное?
странное. Возможно, нечто, что не вписывается в привычную картину. Иногда на старых фотографиях можно увидеть силуэты людей, которых не должно быть на снимке, или странные тени, создающие жуткую атмосферу. На самом деле, любые искаженные изображения могут объясняться техническими факторами: светопропусканием, повреждениями пленки, дефектами старых объективов. Артефакты, найденные рядом. Исследования «Титаника» продолжаются уже десятки лет, и с каждой новой экспедицией появляются все новые находки. Помимо крупных частей корабля, исследователи находят сотни мелких артефактов, оставшихся после пассажиров. Некоторые из них стали настоящими символами трагедии. Например, золотые часы Джона Астора, они остановились в момент погружения в воду. Кожаный чемодан с письмами, благодаря герметичности сумки бумага не разложилась, и удалось прочитать послания пассажиров. Бутылка шампанского с нераскрытой пробкой, символ того, что праздник на Титанике был прерван навсегда. Если камера действительно находилась среди обломков, что еще могло быть рядом? Логично предположить, что личные вещи ее владельца, возможно, записки, письма, другие предметы. Кроме того, некоторые находки остаются загадкой. Например, исследователи находили ключи от дверей кают, но никто не знает, какие двери они открывали. Или стеклянные флаконы, содержащие неизвестные вещества. Кто мог сделать эти снимки? Если представить, что камера с «Титаника» действительно существовала, то возникает вопрос, кому она принадлежала. Кто мог запечатлеть последние часы перед катастрофой? На борту лайнера было несколько фотографов-любителей, известных по сохранившимся снимкам. Фрэнсис Браун, ирландский священник, который сделал серию фотографий лайнера перед отправлением. К счастью, он сошел с корабля еще до трагедии. Беренис Палмер, пассажирка Карпатии, которая сняла первые кадры спасенных пассажиров. Луи Миддлтон, мальчик, который фотографировал жизнь на борту, но его снимки так и не были найдены. Если камера когда-нибудь была обнаружена, она могла бы принадлежать одному из этих людей или другому неизвестному пассажиру. Возможно, на Титанике были и другие люди с камерами, чьи снимки до сих пор остаются затерянными на дне океана. Есть ли еще не найденные камеры? За десятки лет исследований Титаника было поднято множество артефактов, но большая часть обломков остается нетронутой. Ученые полагают, что на дне еще могут находиться сотни личных вещей пассажиров, включая письма, документы и, возможно, фототехнику. Известно, что на Титанике была каюта для журналистов, в которой могли находиться камеры и пленки. Однако этот отсек затонул вместе с кораблем, и до сих пор неизвестно, остались ли в нем какие-то вещи. Некоторые исследователи предполагают, что в будущем технологии позволят поднять больше предметов со дна, а возможно и обнаружить новые камеры. Но вопрос в том, сохранится ли на них что-то спустя более века под водой. Почему Титаник исследуют до сих пор? Прошло более века с момента крушения «Титаника», но интерес к нему не ослабевает. Исследовательские миссии продолжаются, хотя, казалось бы, все уже изучено. Почему же ученые снова и снова возвращаются к обломкам? Первая причина — технический прогресс. С каждым десятилетием появляются новые методы изучения подводных объектов. Например, современные 3D-сканеры позволяют создавать точные цифровые модели корабля, что помогает анализировать степень разрушения и предсказывать, как долго обломки еще будут сохраняться. Вторая причина — поиск новых артефактов. Несмотря на множество экспедиций, большая часть Титаника остается неизученной. Каюты третьего класса, служебные помещения, кладовые — все это пока остается скрытым от глаз исследователей. Вполне возможно, что там еще можно найти личные вещи пассажиров и экипажа. Третья причина — уважение к истории. Титаник стал символом человеческой амбиции и трагедии. Каждое новое открытие помогает нам глубже понять, что пережили люди в ту роковую ночь, и сохранить память об этом событии для будущих поколений. Корабль продолжает разрушаться, и у исследователей остается все меньше времени, чтобы зафиксировать его текущее состояние. Возможно, вскоре появятся новые экспедиции, которые откроют миру новые факты о легендарном лайнере. Как изменилось место крушения за 100 лет? Когда в начале 80-х годов исследователи впервые обнаружили обломки «Титаника», корабль выглядел относительно хорошо сохранившимся. Хотя корпус уже был поврежден временем и давлением, многие элементы, такие как лестницы, мебель и посуда, оставались на своих местах. Но с каждым годом состояние лайнера ухудшается. Основная угроза — железобактерии, разрушающие металлические конструкции. Ученые обнаружили, что микроорганизмы буквально поедают стальной корпус, превращая его в ржавые наросты, которые со временем осыпаются. По прогнозам специалистов, через несколько десятилетий от Титаника могут остаться лишь груды ржавчины и разрозненные артефакты. Кроме бактерий, на разрушение влияет и сам океан. Сильные течения смещают обломки, песок постепенно засыпает части корабля, а давление воды делает металлы хрупкими. Исследователи отмечают, что некоторые участки лайнера, еще недавно хорошо различимые, теперь едва узнаваемы. Именно поэтому новые экспедиции стараются зафиксировать все детали с помощью 3D-сканирования. Это поможет сохранить цифровую копию Титаника даже тогда, когда сам корабль окончательно исчезнет в морской бездне. Какую тайну раскрыли эти фото?
Фотографии Титаника — это не просто снимки. Это последнее свидетельство мира, который исчез в холодных водах Атлантики. Если камера когда-нибудь была найдена, она могла бы показать нам то, чего мы еще никогда не видели. Последние мгновения перед трагедией, лица пассажиров, которых уже нет, или, возможно, даже кадры самого столкновения. Но даже если таких снимков не существует, сама идея о том, что где-то на дне океана могут находиться неразгаданные тайны, делает эту историю еще более захватывающей. Будут ли когда-нибудь найдены новые фотографии Титаника? Это вопрос, ответ на который, возможно, ждет нас в будущем ролике.